Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Меня уже несколько дней не было на ютубе. Я так рад, что я сегодня снова с вами, со своими шикарнейшими зрителями. И сегодня мы начнем наш репортаж, конечно же, из поселочка Новый Свет. Пройдемся по набережной, пройдемся по тропе Голицына, покажу вам можжевелую рощу и, конечно же, сделаем восхождение на одну из гор в Новом Свете. Ну и запустим, собственно говоря, коптер, чтобы показать вам все виды с высоты птичьего полета. Погнали! Но начнем мы свое путешествие с этого места. Это историческое, можно сказать, место, потому что здесь снимался один очень популярный советский фильм, который называется «3+2». И все, что о нем напоминает, это теперь вот этот камешек, который перед вами, это камень сундуковой. Постараюсь здесь вставить кадры с фильма, чтобы вы сравнили, как он сейчас выглядит и как он выглядел в то время. Конкретно сам этот фильм снимался на месте набережной Нового Света, но в то время набережной здесь не было. Здесь был дикий пляж. А сейчас, видите, все застроилось, того пляжа уже, к сожалению, нет, где снимался этот фильм. Теперь здесь, на его месте, набережная. И вот такой, друзья, у нас сегодня этот замечательный поселочек. Сейчас отправимся на набережную и пройдемся по тропе Голицына. А потом сделаем восхождение вот на вершину этой горы. Гора называется Орел. И посмотрим, какие виды открываются с вершины. Те зрители, которые уже давно подписаны на мой канал, знают, что Новый Свет – это мой самый любимый поселочек в Крыму. Даже между крымчан уже ходит такая поговорка: если ты не был в Новом Свете, то ты совсем не видел Крым. Это, друзья, действительно так. Новый Свет считается жемчужиной Крыма. Если вы еще не были в этом замечательном поселочке, то я рекомендую вам обязательно его посетить, чтобы понять, что такое действительно настоящий Крым. Но хочу заметить, что летом мне здесь не особо нравится, потому что здесь очень-очень много людей собирается. Поэтому я рекомендую приезжать вам в межсезонье, весной, либо на майские праздники. Тогда уже на майские уже даже купаться можно. Хоть водичка еще не совсем прогрелась, но я уже на майские точно купаюсь. Я и зимой купаюсь, но люди, которые приезжают, тоже заходят в море и говорят, что водичка супер. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь этой природой, этим поселочком. Здесь в окружении Нового Света много гор. Вот гора Орел. Если обернуться назад, то мы увидим гору Сокол. Это древний коралловый риф, самый большой в Европе считается. Конечно, можно на него даже подняться, если у вас есть силы и какая-нибудь сноровка, чтобы зайти на горы. Если у вас нет подготовочки, то лучше не рисковать, не пробовать подняться. Вообще у меня в планах подняться вот прям вот в этом месте, по центру. Я видел, что сбоку заходят, со стороны Судака заходят, но по центру я еще не видел, чтобы кто-нибудь когда-то заходил. Но думаю, что это сделать возможно. С набережной Нового Света открывается замечательный вид. Смотрите на гору, на мыс Алчак и на мыс Меганом. Вот он прямиком по курсу мыс Меганом. И там на самой крайней точке находится маяк. К сожалению, через камеру его не видно, но вживую, если присмотреться, то его видно. И посмотрите, какое здесь, друзья, шикарное море. Море сегодня немного у нас волнуется. И это круто. Эта бухта носит название «Зеленая бухта», потому что если когда вы едете по дороге в Новый Свет, даже с окна автобуса можно заметить ее цвет. Она действительно насыщена такого зеленого цвета. Ну и, конечно же, здесь высажены разные у нас растения на набережной, за ними ухаживают. Большой плюс. Также растут кипарисики. Вот такие, друзья, сосны. В Новом Свете находится одна из самых больших можжевеловых рощ Крыма. Поэтому сюда приезжают люди, еще те, кто больные, те, у которых есть какие-то заболевания дыхательной системы. Потому что здесь, друзья, можно неплохо подлечиться. Вот такая здесь красота. Здравствуйте. Что сказать? Круто гулять вот в такие дни. Кстати, у нас сегодня плюс 15 градусов тепла. На улице очень жарко. Я в одной кофте и футболке в легкой. И иду жарко. Как люди ходят в курточках сейчас, я просто не понимаю. Мне безумно жарко. Возможно, из-за того, что я уже как-то закален после подъема в снежные горы. Но, друзья, действительно, на улице очень-очень жарко. Еще не верится, что совсем недавно здесь лежал снег. Потому что, посмотрите, от снега вообще не осталось никаких напоминаний.
клумбочки, высадили юки. Здесь в любое время года какие-нибудь цветы да цветут. Даже зимой цвели розы. Сейчас дойдем до этого места, возможно, и сейчас они тоже цветут. Но, как видим, все ухожено, все красиво. Радует то, что на этой набережной много зелени, много деревьев. Потому что даже летом, когда очень жарко, можно присесть на скамеечку, отдохнуть в теньке. В Судаке, конечно, так вы не посидите в теньке, потому что там нет зелени и очень жарко гулять. А здесь такая набережная самая небольшая, но очень уютная. Ощущается какая-то такая своя атмосфера. В общем, я вам рекомендую хотя бы раз в своей жизни посетить этот замечательный поселок. Помните видеоролик из Коктебеля, где было заделано все граффити этими на зиму? Здесь же в Новом Свете, посмотрите, как сделали красиво. Они закрыли все, забили там досками, а сверху досок привесили вот такие замечательные пейзажи Нового Света. Это, конечно, невероятно круто. Ты идешь и просто наслаждаешься вот этими красотами, какой бывает Новый Свет. Согласитесь, это намного круче, чем граффити. Летом здесь находится самая популярная чебуречная, где готовят вкусные чебуреки. И вот так оригинально они подошли к тому, как закрыть себя зимой. Вот такое я поддерживаю, конечно, потому что идешь и приятно посмотреть на какие-нибудь интересные фотографии из Нового Света. Сами согласитесь же, намного лучше, чем граффити. Что сказать, молодцы. Давайте спустимся на пляжик, посмотрим на море с пляжа. Вот такое сегодня шикарное море, замечательная погодка. Песочный пляжик, друзья, просто красота. Отдыхать здесь и наслаждаться всей этой красотой. И вот такие замечательные виды открываются на горы, конечно, очень-очень круто. Посмотрите на море. Вот здесь, кстати, в море белый песочек, если я не ошибаюсь. Чем ближе к этому причалу, там белый песочек возле деревянного причала находится прям. Вот такая красота просто. Этот шум прибоя, друзья, невероятно. Мы добрались до тропы Голицына. Здесь повесили вот такой знак, что запрещается делать. Я же, конечно, призываю своих зрителей ни в коем случае не бросать мусор, не ломать веточки можжевельника, потому что таким образом вы наносите ущерб, друзья, нашей крымской природе. На территории этой тропы Голицына установили урны, поэтому мусор свой сбрасывайте в урны. Вот смотрите, в некоторых местах установили скамейки. Это очень удобно. Если кто устал, может сесть и отдохнуть. Видите, возле каждой скамеечки есть урна. Это большой плюс, потому что раньше такого не было здесь. Сейчас, конечно же, прошли новогодние праздники. Все праздники уже прошли. Людей в Новом Свете совсем немного. Ну, а местные не ходят по тропе Голицына, потому что им это уже приелось. И все сидят дома, либо на работе. А мы с вами вот так путешествуем. Сейчас зайдем в родник, который находится здесь недалеко. Те, кто не знал, сейчас его увидят. Летом там вода пересохла, а посмотрим сейчас, что с ней. Возможно, вода снова начала поступать в этот родник. Эх, друзья, какая же красота. Идешь, дышишь этим воздухом. Жаль, что вам нельзя передать этот воздух морской. Смотрите, какие виды шикарные. Просто слов нет. Вон поселочек остается позади. Но нам нужно двигаться вперед. Сейчас обязательно покажу вам еще город Голицына. Длина тропы составляет 2 километра 600 метров. Это очень удобно, потому что вы идете вокруг горы и возвращаетесь в поселок Новый Свет. Здесь не нужно обратно возвращаться вам. Вы вернетесь с другой стороны, через можжевеловую рощу, в поселочек. Эх, красота. Я вот это время люблю, когда никого нет. Когда идешь, радуешься, можешь почувствовать всю эту природу, подумать о чем-нибудь о своем, поразмышлять о вечном. Красота. Вот тут такой заборчик стоит, туда ведет дорожка. Это кафешки, которая
находится на скале. Но что у них с документами там не получилось, так они не смогли открыться. А раньше там был домик рыбака. Я вам тоже ставлю старую советскую фотографию, чтобы вы смогли посмотреть. Смотрите, здесь, к сожалению, обрушилось это сооружение, заборчик. Поэтому коммунальные службы, пожалуйста, восстановите все это к лету. Вот здесь море находится, это кафешка. Хотели здесь сделать кафешку. Но раньше, в советское время, здесь был домик рыбака. Я прикрепляю к вам фотографию. Смотрите на эту фотографию, как здесь было раньше. Так, запомните вот это место, потому что от него идет дорога к роднику, про который многие совсем не знают. Здесь, конечно, все обустроили. Мне очень нравится, что они поставили здесь деревянные вот такие заборы, чтобы безопасно можно было ходить. Ну и дерево, конечно, смотрится здесь в тему. И вот такие скамеечки можно присесть, отдохнуть. Все культурно, все цивильно, но наш путь лежит вот сюда. Напротив этих скамеечек ведет тропинка вверх. Поэтому, друзья, поднимайтесь вверх, чтобы дойти к роднику. Сейчас дойдем, покажу вам, как он выглядит. Многие просто проходят по тропе и не знают, что здесь есть родник. Я сам случайно это обнаружил. И сейчас вам тоже буду показывать места, которые никто не знает. Видите, здесь такая находится скала. И прямо в этой скале родничок. Вот он. Я вижу, водичка капает. Давайте посмотрим. Друзья, вода капает, но ее немного здесь. Вот так прям с горы Орел. Воду я здесь когда-то пил, не умер и не заболел. Но на свой страх и риск, друзья, пьете. Посмотрите на это море. На его цвет немножко разбушевалось, но красиво. Тропа эта была построена к приезду императора Николая II. Он по ней ходил. Поэтому, друзья, вы идете по той тропе, где ходил император Николай II. В интернете много фотографий. Я тоже попробую их отыскать и вставить для вас сюда, чтобы вы видели, как они здесь бродят по этой тропе со своей семьей. Конечно, красота. Вот здесь такая сосна растет, прям в скале. Как она, интересно, здесь вырастает, вот такие сосны. Как они добывают себе воду. Здесь ведь в море соленая вода, а в скале, наверное, есть пресная. Ну, какие ваши объяснения? Как сосны здесь растут в камнях? Смотрим назад. Вот. Такая сосна живописная. Ее тоже можете встретить на многих магнитиках, на многих календарях и у многих на фотографиях, потому что все здесь тоже фотографируются. В этом месте мы когда-то бросали поисковой магнит, он там застрял, и мне пришлось нырять за ним. Ну и мы уже подошли к гроту Голицына, еще его название второй, грот Шаляпина, потому что есть легенда, что на сцене этого грота выступал сам Шаляпин. Сейчас вам покажу. Вот сейчас крутое время, когда здесь очень-очень мало людей. Вспомните это место летом. Людей здесь прям много было. Сейчас мы с вами, и вон какая-то женщина одна идет, и все. Смотрите на море. Уже скоро начнется сезон. Я вас всех жду обязательно в Крыму. Приезжайте, отдыхайте. Надеюсь, все, кто хотел, смогут приехать и нормально отдохнуть без всяких проблем на Черном море. Так, спускаемся. Здесь нужно быть аккуратным. То вот, собственно говоря, перед нами сцена, на которой выступал Шаляпин. Но не знаю, правда это или легенда. Здесь тоже все облагородили, обустроили, поставили такие скамеечки. И главное, поставили урны, чтобы люди не бросали свой мусор куда попало. Это очень большой плюс. Раньше вот этот грот, он был закрыт, и после землетрясения он обвалился. Но он был закрыт, и здесь Лев Голицын хранил свое вино. Давайте пройдем, посмотрим все детально. Здесь в центре находится колодец. В нем тоже когда-то была вода, но в последние годы здесь воды, к сожалению, нету.
Он не глубокий, 2 метра всего. И вот здесь хранилось вино, друзья. И шампанское. Если поднять голову наверх, там есть какие-то прям пещеры. Не знаю, далеко они ведут или нет, к ним, к сожалению, не добраться. И с этой стороны тоже. Смотрите, какие пещеры есть. Прям в потолке, можно сказать. Ну, еще немного сцены. Масштабы грота, конечно, поражают. Смотрите, какой он большой, высокий. Какие просто отвесные скалы над вами висят. И они вот так пластом идут. Очень интересно. Вот такие места у нас есть шикарнейшие. И, конечно же, море. Цвет моря сегодня бесподобный. Красота. Вдали вон там кораблик, скорее всего, ходит, рыбу ловит. На горизонте, видите? И, возможно, возле него есть дельфины, потому что они всегда возле таких кораблей плавают. Еще покажу немножко вверх. Просто что-то невообразимое. Хочу сказать спасибо лесхозу и тем людям, которые обустраивали тропу вот таким деревянным ограждением, потому что оно прям вписывается в эту тему, в это место. И, друзья, оно очень поможет для безопасности. Потому что здесь была тропинка раньше без ограждения, и вот такой обрыв у нас здесь был. Конечно, с детьми страшновато было идти, но сейчас спокойно, даже с детьми можно здесь пройти, ни за что не волноваться. Молодцы, что так сделали. С этого ракурса открываются фантастические виды на мыс Капчик. И вот с этой стороны он уже похож на дельфина, ныряющего в море. Красота неописуемая. Вон уже гора Караулаба, которая похожа на носорога. Вот такие замечательные места есть здесь в Новом Свете. Здесь очень много достопримечательностей, которые за один день точно вы обойти не сможете. И где-то вот в этом месте есть подводная пещера. Ну как подводная? Нужно нырнуть и уже вынырнуть в пещере. Там есть воздух. Летом, я думаю, что мы обязательно ее посетим. Называется это пещера Легенда, либо пещера Фиделя, потому что мужчину звали Фидель, который ее обнаружил. И он до сих пор туда водит экскурсии. Но мы с вами, я думаю, и без экскурсии в нее обязательно попадем. Многие, кто ходит по тропе Голицына, даже не представляют, что именно по вот этому мостику спускалась царская семья. Фото также прикрепляю, чтобы убедились вы сами в этом. Вот такие, друзья, интересные исторические у нас справки сегодня в ролике. Но когда будете здесь идти, обязательно сделайте себе тоже фотографию. Потому что место действительно историческое, с такими знаменательными людьми, которые здесь проходили. Но мы уже приближаемся к мысу Капчик. Сейчас сделаем на него восхождение. Посмотрим на все красоты. И потом уже отправимся в Можжевеловую рощу и поднимемся на гору Орел. Поэтому экстрим весь впереди у нас. Не переключайтесь. Видео будет сегодня также экстремальным. Куда же мы без экстрима? На самом экстремальном канале Крыма. Ой-ой. Вот еще одна интересная скала, которая напоминает голову человека, который смотрит в небо. Давайте приближу вам, покажу поближе. Ну, согласитесь же, прям очень напоминает голову человека, смотрящего на звезды и на небо. Красота вот такая. Вот в этом месте почему-то всегда вот такой участочек, такая линия бирюзового цвета. Возможно, там какая-то порода внизу, либо галька такого цвета белого, что вода становится бирюзовой. Не знаю, кто знает, почему так может быть, напишите, пожалуйста. Но всегда, когда не придешь, вода в этом месте вот так кусочек выделяется. Вот такая природа Нового Света. Обожаю этот поселочек. Конечно, невероятные здесь красоты. Мы с вами уже поднимаемся на мыс Капчик. Сейчас посмотрим виды с него. Сам мыс Капчик выходит в море на 300 метров. И с высоты птичьего полета похож на какого-то ящера, либо дракона, который закаменел и остался вот здесь, на берегах Нового Света.
Конечно, обязательно все это вам покажу. Запустим квадрокоптер, полетаем над новым светом. Возможно, какие-то новые локации с вами увидим, либо подснимем. Сегодня планирую запустить коптер подальше, чем обычно я это делаю, чтобы посмотреть на новый свет с другого ракурса. Ну, конечно, если сигнал на нем не будет пропадать, то запустим. Ну, что я скажу, идти очень жарко. Мне пришлось даже снять кофту, потому что, друзья, жара неимоверная. Мне кажется, уже настоящая весна у нас в Крыму наступила. Скоро, кстати, зацветут все цветы, дикие тюльпаны, дикие пионы. Обязательно с вами посмотрим их. Вот здесь цветет в новом свете асфаделина желтая. Здесь будет все в желтом цвете. Конечно же, я это буду вам показывать. Поэтому, если вдруг еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Впереди еще много всего интересного и много интересных мест. Я пока на пару дней еще остаюсь в Судаке, потому что нужно порешать кое-какие дела. И потом мы с вами уже с чистой душой, свободные, отправимся путешествовать по всему Крыму. Объедем самые труднодоступные точки, посетим самые красивые локации. И все это обязательно вам покажу. Вот здесь я встретил уже туристов на мысе Капчик. Обычно их здесь намного больше. Сейчас только двое. И вот такой у нас открывается вид на гору Караул-Аба. Обязательно сходите в пешую прогулочку по тропе Караул-Аба веселая, потому что там много интересных мест. Пик Космос, лестница Тавров, Адамово ложе. В общем, вы там найдете для себя много интересного. И вон он, царский наш пляжик. Там, кстати, вода тоже такого цвета, необычного. Давайте приближу. Никто не купается, людей там нету. И вот такая природа. До царского пляжа есть множество маршрутов, как туда добраться. Но самый простой, который подойдет для людей в возрасте, это, конечно же, вот по этому ущелью нужно спускаться со стороны Нового Света. Для тех, кто любит экстрим, можно пройти по тропе Голицына. Там в некоторых местах, вот тут внизу, придется вам перелазить. Нужна физическая подготовка. Либо, видите, вот эту горку. Сразу за этой горкой тоже есть спуск по этой горе, но он такой тоже не совсем безопасный. Поэтому на свой страх и риск спускайтесь, как вам будет удобнее. Но вот этот спуск, он самый быстрый. За 5 минут можно добраться до царского пляжа. Многие также не знают, что конкретно вот в этом месте снимался фильм, тоже советский, популярный, «Спорт Лото 82». У них здесь была туристическая стоянка. Кадры я тоже для вас сейчас вставлю, посмотрите. Вот здесь они поставили искусственные пальмы, у них здесь были пальмы. Не знаю, они все как-то доезжали на машине, тут на машинах у них есть кадры отсюда. Но вот такие, друзья, исторические места, где снимались советские добрые фильмы. Красота! Вообще в планах у меня есть сделать отдельный видеоролик, пройтись по тем местам, где снимали фильмы, и, конечно же, найти те же самые ракурсы, которые использовались в фильмах. Если вы поддерживаете такой видеоролик, то напишите в комментариях, чтобы я знал, стоит его снимать или нет. Очень интересно. Но мне самому это интересно снять. Если мои желания, так сказать, совпадают с вашими, то я с удовольствием обязательно это сниму для вас. Ну и, конечно же, Можжевеловая роща, одно из моих любимых мест в Крыму, потому что здесь можно насладиться природой. И здесь просто невероятный воздух, друзья, фитонциды можжевельника очень благоприятно влияют на дыхательную систему, поэтому если у вас либо у ваших детей есть проблемы, то приезжайте сюда подлечиться, это действительно помогает. Это один из самых известных можжевельников, я думаю, потому что фотка возле этого можжевельника есть у каждого, кто был в Можжевеловой роще. Посмотрите, сколько здесь можжевельников. Встречаются экземпляры, которым более 700 лет, понимаете? Сколько они здесь растут, сколько они всего повидали на своем веку. Ну и, конечно же, мы здесь ходим, наслаждаемся этими прекрасными деревьями, этим шикарнейшим воздухом и с вот такими шикарными видами на всю эту природу. Вот тоже эта скала, скала Орел с этой стороны тоже напоминает лицо, которое смотрит в небо. И смотрите, что я заметил. Вот одна голова, ну, включите фантазию, вы заметите здесь вот нос, голова, которая смотрит в небо. И внизу камешек, который я вам показывал, вот она. Вторая голова, которая смотрит в небо тоже. Вот так интересно совпало. Такие скалы. Ну, интересные места, согласитесь. Мы, конечно, сейчас сделаем восхождение на эту гору, но ни в коем случае вам не рекомендую туда заходить, потому что, во-первых, туда проход запрещен, штраф там есть 4000 рублей.
А во-вторых, там очень и очень опасно. Да, тут каждый год случаются какие-то такие случаи, когда люди срываются со скал, делая фотографии себе, и погибают насмерть. Поэтому ни в коем случае не рискуйте своим здоровьем, не поднимайтесь, не отклоняйтесь от маршрутов, двигайтесь по тропе. Этого вполне хватит, чтобы насладиться всей этой природой, всем этим воздухом и, конечно же, подлечить свое здоровье. Вот такая здесь, друзья, красота. По пути здесь встречаются беседочки, которые лесхоз обустроил, скамейки, на которых можно отдыхать, дышать воздухом. Вообще рекомендую сюда выходить где-то на 3-4 часа, побродить по этой роще, чтобы подышать этим воздухом. Я уже рассказывал, что в Новом Свете при Советском Союзе был построен пансионат «Полет», куда привозили летчиков, космонавтов на оздоровление. И они здесь оздоровлялись, в этих местах. Поэтому, друзья, Советский Союз, люди были умные, знали, где что строить, где можно оздоровиться. Поэтому вы тоже сюда приезжайте и гуляйте. Вот тоже, смотрите, какой живописный можжевельник. Просто как из каких-то фильмов кадры. Вот такие у него корни. Он, конечно, уже тут отполирован, потому что все залазят прямо сюда на эту ветку и делают тоже на ней фото. Но я не рекомендую залазить на деревья. Ни в коем случае не ломайте веточки, потому что, ну, деревья от этого гибнут. Видите, эта ветка, на которой фоткались, кстати, она все, она погибла. Поэтому, друзья, возле дерева остались, сфотографировались, либо на скамеечке, но прошу вас не залазить на него. Вот такая красота. Так, движемся дальше. Видите, на тропе установили урны, даже по 2 урны, потому что летом здесь проходит большое количество людей. И мусор они раньше бросали просто вот так на природе. Я надеюсь, что мои зрители ни в коем случае не бросают нигде мусор. Бросайте его в урны, либо увозите с собой. В городе есть много контейнерных площадок мусорных, куда вы сможете его высыпать. Но не нужно вот так гадить на природе. Некоторые, кто выезжают тоже там с палатками, ночуют, после себя оставляют много мусора. Поэтому не все такие, я же не говорю, что все такие, поэтому кто так делает, прошу вас, не оставляйте свой мусор, а возите его с собой. Даже если урн не будет, не стоит его здесь выбрасывать. Потому что это природа, и нужно ее беречь. Вот видите, впереди у нас уже такая деревянная беседочка, которую построили прошлым летом. И она довольно-таки пользовалась спросом, потому что люди здесь отдыхали в теньке, когда идешь по жаре. Летом в Крыму очень жарко, и вот такие беседки спасали. Вот так, друзья. Очень удобно и комфортно. Вы просто посмотрите на эти виды. Мыс Капчик выглядит невероятно красиво с такой высоты. Посмотрите на это море. Невероятные красоты. И отсюда открывается просто замечательный вид на всю можжевеловую рощу. Вот так она выглядит. Посмотрите, сколько здесь деревьев. Конечно, виды фантастические. Вот. И уже здесь начинается поселочек Новый Свет. Красота неописуемая. И вот гора Сокол. Поселочек прям находится в этой можжевелой роще, он окружен можжевельником, соснами. Здесь, наверное, самый чистый воздух в Крыму. Скажите мне, где еще есть такие места, чтобы я обязательно их посетил и показал вам и другим зрителям, которые о них еще не знали. В общем, друзья, невероятные виды. Такие здесь горы. Просто какая-то фантастика. И смотрите, вдалеке видна гора Медведь, даже сегодня хорошо у нас просматривается. Вот она, Аюдак, видите? По центру картинки вот эта гора Медведь. Там уже находится у нас Гурзуф. Однажды я туда тоже поднимусь, не знаю когда, но надеюсь, что совсем-совсем скоро. И здесь, смотрите, на склоне растут эти сосны. Просто как они здесь выживают, непонятно совсем. На вершине горы растет тоже один такой интересный можжевельник. Фотографии его вы тоже встречали во всех разных социальных сетях, возможно, на буклетах, на календарях, потому что это излюбленное место фотографов. И, конечно же, посмотрите, какие
прекрасные виды открываются на мыс Капчик и на море. Просто какая-то фантастика у нас. Сегодня погодка замечательная. Солнышко немного спряталось. Не жарко, не холодно, просто идеально. Смотрите, здесь у нас обрыв. Ни в коем случае не подходите, смотрите, к краю. Потому что у меня аж голова здесь кружится. И ноги немного трясутся. Ну, цвет моря просто потрясает. Такая, друзья, красота есть в Крыму. Очень люблю Крым, его природу. Но как не полюбить вот такие места, согласитесь со мной. Просто фантастические виды. Действительно напоминает какого-то дракона, ящера окаменелого, этот мыс. Кстати, мыс пронизан пещерами, там, ну, штук 5 пещер точно таких дальних есть, которые более 50 метров. И нам еще в будущем предстоит их пройти все с вами. В одной из них есть соленое озеро. Куда мы с вами отправимся в первую очередь, так это туда, где есть озеро. Как и обещал, немного экстремальных кадров специально для вас. Вершина горы Орел. Ни в коем случае этого не повторяйте, потому что это очень и очень опасно. Ой, идти по вот таким склонам. Так, будем смотреть лучше под ноги, а не в камеру. Смотрите. С этой стороны обрыв отвесной и с этой тоже. Поэтому у каждого, я уверен, здесь закружится голова, затрясутся ноги. Ни в коем случае не испытывайте свою судьбу. Просто наслаждайтесь такими кадрами. Конечно, экстрим здесь захватывает. Благо, сегодня нет такого сильного ветра. Так, стойте. Вот такие здесь высоты. Но мы справимся. Мы дойдем до самого сейчас конца. Не переживайте, ролик вышел, со мной все в порядке. Ой-ой. В общем, сами видите, какие здесь места экстремальные. Просто. Воу. Мы, друзья, на самой вершине горы Орел. У-у-у! Так. Ой-ой. Как же нам ниже спуститься еще? Вот он, новый свет. Ладно, давайте спустимся, и там уже покажу вам всю картинку. Зимой здесь, наверное, вообще было скользко, когда снег был. Так, что дальше делать? Придется прыгать. Ой, ой, держимся. О-о-о. Здесь прям камень, смотрите, висит. Но это еще не самый конец. Давайте дойдем. Конечно, здесь все равно страшно. Хоть я уже здесь и был много раз. Все, дальше уже спускаться не будем. Хотя еще можно дальше спуститься, но там вообще супер опасно. Обратно я боюсь, не выберусь потом. И посмотрите на эту шикарную красоту. На этот новый свет, на его бухту, как все выглядит невероятно, как будто в каком-то мы фильме. Этот цвет воды камера, наверное, вам не передает, но, друзья, вживую он выглядит намного красивее. Вот этот домик рыбака, который мы с вами проходили внизу. И вот сам поселочек, гора Сокол, виды потрясающие. Сегодня, кстати, погодка хорошая, все далеко просматривается. Смотрите, на море, бескрайнее просто море. Сейчас сделаю съемочку на телефон, потому что телефон по цвету лучше выходит. Так, достал телефон, потому что качество картинки он передает немного лучше. Посмотрите на Новосветскую бухту. Какой же там цвет воды, просто какая-то фантастика. Шикарнейшее море. Друзья, просто даже нет слов. Хочется на это смотреть вечно. Красота неописуемая.
Еще вот такие горы. Вот Новосветская дорога, которая ведет в Судак. Там мы проезжаем на автобусе. И вот такие виды вообще на все горы. Отсюда даже кусочек Карадага видно. Просто фантастические виды. Бескрайнее море. Красота. Внизу у нас находится тропа Голицына, по которой мы с вами прошли. Грот Шаляпина. Вот они все, смотрите. Вот этот уступ, по которому мы проходили, где мы магнит с вами забрасывали еще в прошлых видеороликах. И вот такая здесь красота. Кстати, вон идут люди. Сейчас постараюсь на телефоне, можно приблизить их, чтобы вы разглядели, насколько здесь малые люди. Вот по тропе идут. Представляете, насколько мы выше них? Да, шикарно. И здесь уже вид на мыс Капчик. Просто фантастика. О, ветерок что-то поднимается, нужно скорее коптер запускать. Вот она, можжевеловая роща. И снова вернулись в новый свет. Такой обзор на 360 градусов. Давайте причал приближу, он прям выглядит невероятно круто. Посмотрите на этот цвет воды. Просто людей никого на пляже, кстати, я не вижу, и на набережной. Все сидят по домам. Одно из моих самых любимых мест в Крыму — гора Орел, потому что она невысокая, подъем не особо сложный, но виды, которые открываются с этой горы, фантастические. Конечно, дойти до этой точки ни в коем случае не нужно, потому что, друзья, это очень опасно. Но вы на самом экстремальном канале, любуйтесь такими видами. Сейчас уже будем запускать квадрокоптер, отправляться потом домой, монтировать и загружать этот видеоролик для вас. Конечно, друзья, невероятно. Вот здесь можно посидеть, поразмышлять о вечном, о жизни. Судак хорошо вообще сегодня просматривается. Гора Ай-Георгий, крепостная гора. В общем, место шикарное. Я думаю, ролик заслужил лайка. Пожалуйста, поддержите его большим пальцем вверх. Конечно же, напишите свои комментарии. Пойдемте запустим квадрокоптер. Сейчас полетаем на квадрике. Благо, сегодня еще нет ветра, поэтому мы сможем чуть дальше, чем обычно, отлететь на квадрокоптере, чтобы заснять новые какие-нибудь ракурсы. Надеюсь, все у нас получится. Ну, правда, света, солнца нет, будет темновато немного, но не расстраивайтесь. Мы сюда еще вернемся не один раз, чтобы снять еще намного красивее это место.
Ну что, друзья, вот такой сегодня получился видеоролик из замечательного крымского поселочка Новый Свет. Обязательно его посетите, если будете в Крыму, вам здесь 100% понравится. Ну и, конечно же, прошу вас максимально поддержать видеоролик, распространить его по всем своим социальным сетям, приглашайте друзей на канал, потому что смотреть Крым вместе веселее. На канале уже 101 тысяча зрителей, друзья, огромное число людей, которые подписались, я вам всем безумно благодарен, вы самые шикарные зрители. Ну а с вами был я, Александр Михаленко, и уже завтра мы встретимся в новом видеоролике. Всем пока!